Всех приветствую на канале, и в этот раз мы продолжим знакомство с аппаратами от компании Ariete. А именно будем ковыряться в кофеварке Ariete модель 1318 и разбираться, стоит ли она своих денег и стоит ли с ней связываться, ибо ценник на нее варьируется в диапазоне от 200 до 250 долларов, что не совсем бюджетненько, а вот спорных моментов в ней более чем достаточно. Напомню, что недавно я делал видео по поводу модели 1389, которая винтаж, и она мне вполне понравилась, так что кто не видел, обязательно посмотрите, тем более, что туда будут отсылки по поводу группы и рожка. А мы начинаем обзор. Сперва скажу, что это не просто кофеварка, а комбинированная кофеварка, то есть кофеварка со встроенной кофемолкой, и причем молка с коническими жерновами. И если учесть в ценнике еще и стоимость такой жерновой молки, то может показаться, что это очень даже заманчивое предложение. А если вспомнить, что Ariete получила популярность именно производя в 80-х первые комбо-аппараты, то становится даже интересно, так ли все тут хорошо сделано в наше время. Этот аппарат мне прислал подписчик на обслуживание и забыл положить поддон для капель, поэтому будем без него. Но даже по фото с интернета видно, что резервуар для капель имеет скромные размеры, что в принципе можно пережить, в отличие от того, что бак для воды здесь непозволительно мелкий. Объем такого бака скорее всего вышел таким мелким, потому что имеем довольно компактный корпус, как для комбинированного аппарата. И тут все впритык, но объем даже меньше литра и составляет 800 мл до отметки максимум. И его придется регулярно заполнять, даже будет казаться, что вы только что недавно заполняли его, а он уже пустой. И также минус в том, что не видно, сколько воды в нем осталось. Но плюс в том, что имеем заливную горловину сверху аппарата, которая скрывается под крышкой заднего отсека, где кроме горловины есть еще и ниша для хранения корзины и темпера. Это хорошо, так как не нужно каждый раз вытаскивать резервуар с выниманием трубки, а потом ее запихивать обратно. Касательно корпуса, то он весь пластиковый, и это не самый плохой пластик. Да, он выглядит грубоватым и матовым, но не так покрывается потертостями, и на нем не так легко остаются отпечатки от рук, как на глянце. Управление тут выполнено на 3 квазисенсорных кнопках. По сути, это маломощные кнопки без фиксации, которые управляют более мощной нагрузкой через микросхему коммутатор. А это значит, что тут имеется электроника, которая отвечает за работу этих кнопок и как минимум за режим автоотключения. Про это поговорим дальше. Под кнопками тут носик выдачи кофе с держателем рожка. Там же и кнопка для запуска молки. Прижимаем рожок и включаем молку. Параллельно в носике открывается перегородка для того, чтобы кофе мог попадать в рожок. Тут нету дозатора, и помол прямо с молки по кофеводу попадает в рожок. Что в принципе то, что нужно, но есть нюанс, о котором позже. Сверху расположен контейнер для зерен с практически герметичной крышкой, а сзади имеется кнопка, нажав которую можно провернуть контейнер и тем самым выбрать степень помола. Шаг смещения относительно большой, а сам контейнер имеет ограничение на поворот, и это значит, что сделать сильно мелкий или сильно крупный помол не выйдет. Варьировать можно только в пределах под условный эспрессо на улучшайзере. Минус этого момента в том, что кроме шаговости имеем ограничения по выбору помола, а в случае, если у вас вдруг появилась мысль, что вы сможете использовать эту молку и под альтернативу, типа турки, фильтра или френч-пресса, то увы не выйдет. Но тут никто и не обещал универсальную молку на все случаи жизни. Касательно кофеварки, то группа с рожком тут такие же, как и в модели 1389. Тут добавить нечего, но вот что тут реально сделано не так, как у всех, так это подача пара. Вместо нормального вентиля, как у всех, здесь кнопка, нажав которую открывается подача пара. Такое решение я встречал и на более старых аппаратах Ariete, и не только, но удобным назвать такой момент не смогу. Этой кнопкой нельзя регулировать интенсивность пара, и к тому же крупинки накипи могут попадать в кнопку, и она может недозакрываться, в результате чего со стимера может просачиваться вода в виде надоедливых капель. И не всегда декальцинация помогает полностью решить этот вопрос. А вот стимер наоборот довольно неплохой. Сопло имеет мелкое отверстие и можно делать неплохую пенку. Ну а теперь глянем, что тут по начинке. В кофеварку поставили алюминиевый, то есть силуминовый бойлер, как в большинстве аппаратов Ariete. Тен влитой и мощность его составляет порядка 900 Вт, а объем где-то 160-180 мл, что является средним показателем для бытовых рожков. Не сказал бы, что бойлер тут сильное место, так как он подвержен коррозии, и если оставить в нем воду надолго, то может и прогнить насквозь. Были уже такие случаи. Также в случае поломки Тена, то менять нужно будет весь верх бойлера или бойлер целиком.
Сверху вместо вывода на вентиль как раз тут поставили подпружиненную кнопку, от которой идет силиконовая трубка на стимер. Рядом с кнопкой есть пластиковая шайбочка как ограничитель. Сама кнопка тоже пластиковая. В целом парноподобные кнопки Ariete использовала в своих бюджетных моделях. У меня давно была 309 модель, очень крохотная сама по себе, и там пластик кнопки от перегревов начал сыпаться. Может, и эту тоже ожидает такое, а может, здесь другой пластик. Время покажет. Что хорошего в этом бойлере, так это крепление термостатов и термопредохранителя. Тут отдельная площадка и никаких перекосов или кривых прилеганий тут нет, поэтому и разбросов температур не будет. Далее из позитивного то, что все провода уложены красиво в некое подобие организатора, спускаются вниз, где идут на плату и помп. Тут стоит похвалить хотя бы за нормальную укладку проводов и заборной трубки, для которой тут также есть своя секция. Но вот заходят провода с вилки тут не на клеммнике, как можно было бы сделать по-нормальному, а в виде скрутки на гильзочках, что очень по-китайско-бюджетному. Но для такого аппарата, думаю, это придирки. Проводка, как и у большинства китайцев, в тканевой оплетке. Помпа тут хорошая, от бренда CEME, как в той же модели Vintage. Там я, кстати, рассказал о том, откуда этот бренд и что он из себя представляет. Живут эти помпы довольно долго, и это плюс для этого аппарата. А вот на помпе стоит оригинальный предохранительный клапан Ariete, который тут, кстати, слабое место, так как конструкция и пластик хрупкие, и часто вместе вывода на бойлер они лопаются. Но этот клапан вполне меняется на клапан от автоматов DeLonghi, и проблема на этом решается. Что еще тут не понравилось? Это очень тугие резиновые держатели демпферы помпы. Что сверху, что снизу они очень жесткие и плохо гасят вибрации. А учитывая, что помпа тут стоит вертикально, то аппарат во время работы настолько вибрирует, что чашки гуляют по всему поддону. И помимо этого бункер для зерен кофемолки, имея свой собственный люфт, дребезжит так, что однажды даже слетела крышка, которая вполне плотно закрывается. Поэтому в таких аппаратах гашением вибраций помпы нельзя слишком пренебрегать. Ну а теперь перейдем к кофемолке. Скажу сразу, что я не буду рассуждать о самих жерновах, то есть о количестве граней, углах и форме ножей. Это все не для этого уровня аппарата. Тут куда критичнее проблемы нивелируют все эти тонкости. С молкой тут достаточно спорных моментов. В качестве двигателя тут используется китайский моторчик мощностью до 150 Вт и скоростью без нагрузки до 18 тысяч оборотов, что весьма много. Такие моторы не редкость, их ставят куда ни лень, а в основном их применяют на чопперах и блендерах, где нужны высокие обороты. Сколько он проживет, сказать сложно. Мелкими помолами его мучить не стоит, поэтому производитель поставил ограничения. Ну и перегревать длительными включениями, чтобы намолоть полпачки за раз, тоже не стоит. Он годится для коротких запусков, ибо боится перегревов. Крепится мотор к пластиковой конструкции, в которой на его валу вращается нижний конический жернов, и сверху реализован механизм изменения помола. Регулировка степени помола тут выполнена по классике, а именно вращая регулировочное кольцо с верхним жерновом, мы меняем зазор между жерновами и тем самым регулируем степень помола. Но проблема в отвратительной подгонке пластиковых элементов, из-за чего диаметр резьбовой части, к которой крепится верхний жернов, чуть меньше необходимого, и в результате чего вся конструкция имеет очень заметный люфт. Этот люфт создает дополнительный дребезг от вибрации при проливе, и самое главное, что молка дает очень плохую равномерность помола. На значениях под улучшайзер ее с натяжкой хватит, но равномерностью тут и не пахнет. Я попробовал намотать фум-ленты, чтобы как-то демпфировать люфт, и отчасти это удалось, ибо без нее жернов болтался очень сильно. Дело в том, что использование пластика в качестве регулировочного кольца это не редкость, и много производителей и 20 лет назад такое делали. Я бы тут даже сам пластик назвал вполне нормальным, достаточно твердым, и штамповка не хуже 20-летних итальянцев, но вот с подгонкой тут все очень плохо. До разборки я попробовал смолоть немного зерен на заводском среднем положении и ближе к минимальному. Хотел глянуть, на какой помол настроил производитель, и, скажем, результат меня немного шокировал. Помол был мало того, что крупноват, даже ближе к минимальному значению, но и молола она с разбросом от опилок до пыли. Да, к молке претензий более чем хватает. Даже носик для выдачи смолотого зерна тут не очень удачный. Снаружи он напоминает мелкий дозатор, и в него добавили шторку, которая открывается при надавливании рожком на кнопку. И сделано для того, чтобы остатки не падали на поддон. Но реализация неудачная. Шторка как не закрывается, так и не открывается до конца. И остатки кофе то скапливаются, то сваливаются от шевелений и вибраций. Даже сама шахта, по которой проходит помол, довольно длинная.
немного кофе там застаивается и высыхает, а потом от вибраций сваливается. К бункеру для зерен у меня претензий нету, сделали хорошо, особенно понравилась его крышка, которая имеет уплотнитель, хоть и жесткий, но держит герметично. Ну и напоследок посмотрим на плату кофеварки. Для того, чтобы к ней добраться, нужно снять молку с двигателем и снять защитную крышку. Плата тут отвечает за работу кнопок управления кофеварки и за автоотключение. Выполнена она вполне аккуратно, сама она двухсторонняя, на обратной стороне у нас микросхема-коммутатор для работы кнопок, пара мощных транзисторов для управления помпой и мотором молки, а также россыпь SMD элементов. С внешней стороны на ней реализован блок питания и имеется реле. Блок питания тут примитивный, емкостной. Его основная проблема — это потеря емкости конденсатора, но зато и ремонт недорогой. Больше в этом аппарате смотреть не на что. Как общий итог скажу, что эта модель получилась не очень удачной, если судить по моему экземпляру. Может, это у меня такой экземпляр получился слегка с браком. Тут даже напросился один момент относительно качества сборки и материалов. Этому аппарату примерно 2 года, и при простом использовании у группы появился заметный такой люфт при установке холдера. Дело в том, что бойлер прикручен к пластиковому корпусу довольно небольшими саморезами, и в процессе затягивания или снимания рожка с группы саморезы просто расшатались от прикладываемого усилия. А при подтягивании этих саморезов оказалось, что у двух уже не осталось резьбы, вернее не осталось резьбы в пластике. Я решил залить пластиковые отверстия эпоксидкой, и когда она начала затвердевать, то просто вкрутил эти саморезы. Думаю, на какое-то время они зафиксировались. А, к примеру, у рожка слабо держится заглушка на ручке. Это, конечно же, мелочи, но когда этих мелочей в одном аппарате много, то они портят все впечатление от аппарата. Конечно, можно было бы все сделать гораздо лучше. Вместо этого дешевого бойлера можно было бы поставить более эффективный термоблок, который пихает в каждую китайскую ноунейм кофеварку. Ведь плату уже сюда пихнули ради тех 3 кнопок и автоотключения, чего в принципе можно было бы и не делать. Ну, раз сделали, то можно бы было добавить уже и электронный контроль температуры к термоблоку. Молку можно было бы сделать по-человечески, чтобы не было этих люфтов. Ведь как-то же китайцы делают бюджетные жерновые молки под улучшайзеры, в которых хотя бы люфтов таких больших нету, и помол более равномерный. И группу уже заменить на традиционную для китайцев на 51 мм, потому что те псевдо 58, что тут поставили, не дают никаких преимуществ абсолютно. А если была бы 51 мм, то хотя бы можно было и рожок заменить, и корзину подобрать. Проще говоря, при желании аппарат можно было бы сделать даже хитом продаж. Но, видимо, такая политика у компании Ariete, чтобы делать не пойми что и делать это плохо. Кому бы подошел этот аппарат? Скорее всего, людям, которые не хотят заморочек с эспрессо тонкостями и хотят получить чашку бодрящего кофе со свежемолотых зерен. Но это при условии, что у аппарата было бы поменьше проблем. И я бы не советовал связываться с этой моделью Ariete. Лучше уже переплатить и взять отдельную недорогую жерновую молку, с которой можно и под улучшайзер, и под альтернативу смолоть зерна, и взять что-то более современное на термоблоке. К примеру, та же 685-я Dedica от DeLonghi, которую под акцию можно найти и до $150. И такой комплект был бы более универсальным и проблем бы меньше доставлял. На этом я заканчиваю это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, если у кого есть какие вопросы.